Вот здесь у меня уже в вакуум упакован хек. Я разложила, часть отдала сыну. Вот такую упаковку большую мы взяли. Взяли копченый лосось. Тоже сейчас разложу в порционные куски. И вот здесь вот у меня форель. Осталось 2 рыбины почистить. 3 рыбины почистить. И уже вот столько вот икры мы вынули из 4 рыб. 2 рыбины отдали тоже сыну. Это вот уже сейчас будем остальное тоже чистить и раскладывать. Ну а саму форель, друзья, мы сейчас запечем в духовке. Я взяла 2 вот такие средние рыбки, помыла их. И теперь у них нужно отрезать плавники. Так, по-моему, еще хорошенечко нужно ее отмыть. А теперь пойдемте чистить чешую. У меня есть вот такой нож, но после лайфхака, который я вам сейчас покажу, чешуя очень легко счищается даже обычным ножом. Итак, друзья, делюсь с вами лайфхаком, как быстро почистить рыбу. Возможно, кто-то из вас это знает. Для тех, кто не знает, подсказываю. Рыбу я очистила, в смысле вынула внутренности и помыла. И теперь я ее быстро вот так ошпарю кипятком. Буквально 2-3 секунды. И теперь можно, смотрите, можно счищать чешую. В этом лайфхаке есть одна очень важная деталь. Если хотите снять с рыбы кожу, то ошпаривайте чуть дольше. Если только хотите снять чешую, то вот буквально, девочки, 1-2 секунды. И все. Можно чистить вот такой штукой, как у меня, а можно чистить ножом. Отлично. Счищается. Вот вся чешуя сходит. Если в каких-то местах там недостаточно вы ошпарили, ну буквально, девочки, 1 секунду, иначе вся кожа слезет тоже. Ничего не разбрызгивается, как вы видите по раковине, ничего не летит по сторонам. Вот и все. Сейчас я остатки смою. И все, рыбка готова к обжарке или к запеканию. Вот это вот, смотрите, вот эта кожа уже даже не чешуя, вот а кожа. Там, где чешуя, я ее просто потру посильнее. Но здесь вот, видите, это форель и чешуя, конечно, мелкая. Возможно, такую рыбу ножом легче чистить. Ну, это уже смотрите. Сейчас ножом попробуем. Ножом вообще просто. Вот видите, да? Я надеюсь, что вам видно. Смотрите, ножом вообще это просто. Чуть-чуть посильнее надавила. Я боюсь просто кожу снять. Поэтому сильно не надавливаем. Вот и все, девочки. Как видите, вот смотрите, как она собирается. Видите, вот как чешуя собирается прям вместе с верхним слоем кожи. То есть, ну, ничего вообще не разбрызгивается. Собрали, выбросили. Ой, смотрите, даже вот чуть-чуть задела и уже проткнула рыбку. Вот смотрите, как видите, да, как она вот собирается прям на нож. Не засоряется ни раковина, ничего. Даже вот держала, видите, вот даже немножко где прихватила, уже кожа это самое рвется. Я надеюсь, что вам хорошо видно. Вот видите, да, как собирается чешуя, то есть она не разбрызгивается, ничего. Собрали ее вот так в раковине. Это сейчас я стряхну в мусор и все. Вот так.
Ну вот, видите, все дела. Вот сюда вода не попала, поэтому я еще раз пролила. Это я уже вторую рыбу чищу. Вот посмотрите, как чешуя аккуратненько собирается. Ничего не разбрызгивается, еще раз повторюсь. И вот как она снимается, смотрите, раз и все. Ребята, еще раз повторюсь, если хотите, чтобы снялась вся кожа, вот видите, да, вот кожа осталась здесь на рыбе, то проливайте чуть подольше. Но вы видите, я буквально, ну там, я не знаю, секунду, вот просто чуть-чуть воды и все. Как только вы перельете, передержите, да, сразу слезет вся кожа. То есть если вы покупаете, например, красную рыбу, хотите снять кожу, или покупаете рыбу для фарша, да, для рыбных котлет, то чуть дольше пролейте, и вся кожа снимется очень легко. Нужно хорошо помыть еще. Вот и все. Вот смотрите, ничего нигде не разбрызгалось. Можно бумагой вытереть раковину, чтобы уже прям совсем не было чешуи. Вот и все. Вот смотрите, да, видите, что чуть-чуть там, где посильнее нажала, возможно, чуть-чуть даже перелила, уже кожа лопается. Так что имейте это в виду. Ну, может быть, еще здесь такая рыба. Вот и все дела. Сейчас отрежу плавники и будем готовить рыбку. Сразу, друзья, покажу вам раковину, да, вот обратите внимание, вот я ее смыла, но вокруг, вот видите, да, вокруг нигде ни одной чешуинки, нигде ни вот туда на стенку, никуда не побрызгала. Я вам честно говорю, ну вот, ну честно говорю, что мне скрывать, что я ничего, вот что я помыла, вы видели, да, все остальное я еще даже не трогала. Все дверцы я обычно открываю тряпкой. Вот на тряпке у меня, конечно, есть чешуя, поэтому я ее так вот даже не трогала еще вокруг раковины, ничего не вытирала. Так что имейте в виду, что очень удобный способ. Все предметы я ополаскиваю уксусом. Ну, это вы и так уже знаете все, наверное. Или лимонным соком тоже можно. Ручки, все. Перчатки уже сняла, потому что точно не будут пахнуть уже. Ну вот, друзья, рыба готова. Нужно просто смазать ее специями и поставить в духовку. Советую вам приобрести вот такие контейнеры из фольги. Очень помогают, когда готовите на большое количество людей. Их можно использовать вместо противня или прямо в них готовить еду. Мыть не нужно, выбросил и все дела. Я буду использовать этот контейнер вместо противня, а рыбу буду запекать вот в такой фольге. Смажу ее специями, заверну в фольгу и потом в этой же фольге буду подавать. Так это будет гораздо эстетичнее, потому что если вдруг рыба у вас прилипнет к дну вот этого контейнера, будете поднимать ее, и, конечно, она у вас вся развалится. Я использую минимальное количество специй для рыбы. Это соль, перец. Даже вот приготовила паприку, но что-то не очень уверена, что хочу ее использовать. Но обязательно буду использовать лимон и кориандр. Любая рыба, я вам, наверное, уже говорила это несколько раз, любая рыба очень любит кориандр. Этот совет мне дал профессиональный повар, тоже вам про него рассказывала. Вот, идеально получается, необыкновенный запах. Можете взять горчицу, можете смазать рыбу майонезом, в общем, чем хотите. Это уже на ваше усмотрение. Хотите воспользоваться моим рецептом? Пожалуйста, пользуйтесь.
на здоровье. Получается очень вкусно. Приготовила 2 кусочка фольги. Сейчас вам покажу. Если у вас рыба не помещается, положите ее вот так на эскастоте. Она отлично, видите, она отлично сядет. И теперь нужно положить лимон. Осталось только сверху положить дольки лимона. Сверху, внутри можете тоже положить немножечко лимона, как вам хочется. Так, хвостиками сбрызнем саму рыбку. Пару долек положу внутри. Остальное несколько долек вот так сверху. Вот и все. Еще, если у вас есть, советую положить к рыбе веточку розмарина. Если нет, тоже ничего страшного. Теперь заворачиваю вот так вот в конвертик. И буду запекать рыбу в духовке при 200 градусах 25-30 минут. Зависит от размера вашей рыбы. Встречаемся позже.